Ребятки, всем большой привет! И сегодня мы с вами сделаем расклад на 4 королей. Давайте посмотрим, какое состояние у вас будет в ближайшее время, какая цель у вас будет на ближайшее время и сможете ли вы достигнуть этой цели. Попробуем сделать такой расклад, напишите в комментариях, как вообще вам такой вид. Нравятся ли вам такие расклады? А мы начнем. Королева кубков, рыба, рак, скорпион, королева пентаклей, телец и дева, козерог, королева жезлов, овен, лев, стрелец, королева мечей, весы, водолей, близнецы. А мы начинаем с королевы кубков. Так, сейчас. Королева кубков. Угу. Так, ну что... Королева кубков в каком состоянии будет находиться в ближайшее время? Королева кубков в каком состоянии? Угу. Интересно. Здесь меня могут даже смотреть тарологи, да, либо девочки, которые также имеют какое-то отношение к эзотерике, интересуются, или вообще, которые там живут тем, что они постоянно обращаются к тарологам, им нравится, да, вот. Постоянное частое обращение к тарологам. Смотрите, угу. Но здесь, в принципе, все неплохо. Я вижу здесь отстаивание своих интересов, своих границ. Да, может быть, даже для этого придется прибегнуть к манипуляциям, либо здесь даже показаны ритуалы магические, то есть вы обратитесь там к эзотерикам, да, для того, чтобы, там, я не знаю, вам сделали обряд на работу или на то, что вы хотите, улучшить там вашу личную жизнь, неважно, да. Вот, но у кого-то здесь, кстати, может быть привязка, обращение, там, приворот или привязка, да, к своему любимому человеку для того, чтобы получить желаемое. Плюс здесь идет у нас ожидание. Могут смотреть меня беременные, это ожидание ребенка, либо ожидание какого-либо события в вашей жизни. Также, например, ожидание, пока вы достроите дом, да, свой, или пока у вас появится дом, вы сидите и ждете. Может быть, вы документы ждете по поводу дома, вот, недвижимости. Это все тоже сюда входит, ожидание. Либо ждете момента, когда вы сможете, например, попасть в те родные края, там, где вы выросли, да, там, где прошло ваше детство. Очень много здесь такого состояния, ну вот это вот очень много здесь, как сказать вам, ну, разное, как бы не на одной волне, а вот так как-то скачками, очень много событий. Ну да, здесь много что касается семьи. То есть кто-то будет проводить время с семьей, заботиться о своих близких, думать по поводу каких-то бытовых трудностей, дел, да. Также будет и моменты какие-то отдыха, когда вы ничего не будете делать, когда вы просто, например, будете смотреть в окошко, да, и пить чай. Карты довольно-таки неплохие на самом деле. Какое-то дело здесь у вас может завершиться, довольно-таки неплохо. Я думаю, что королева кубков прям замечательно, прекрасно. Так, какая цель, да, какие цели на ближайшее время у королевы кубков? Так, а что у нас тут по целям? Королева кубков. Рыба, рак, скорпион. Какие у тебя вообще цели? Какая у тебя цель на ближайшее время? Чего ты хочешь достигнуть? Чего ты хочешь достигнуть? Ух ты. Два просто старших аркана. Чего ты хочешь достигнуть? 3 старших аркана. Ладно.
колесница, башня и колесо фортуны, колесница, башня. Так, ну смотрите, цели ваши, да, на ближайшее время. Но здесь кто-то хочет просто в пух и прах разрушить все старое, все то, что уже не актуально, что уже не важно. Старое какое-то ненужное общение с ненужными людьми, либо отношения треугольники, да, где вы знаете, что вы там третье лицо, или присутствует еще третье лицо. Расстаться, развестись, уйти, например, уйти от мужчины. Здесь король жезлов выходит. Овен, лев, стрелец, как вариант, но опять же не у всех проиграется, просто, да. Вот здесь прям цель двигаться вперед и разрушить все, что мешает вообще, все, что сковывает, все, что мешает двигаться и идти к чему-то новому, к новым отношениям, к новым открытиям, к новым эмоциям, да, потому что вы устали, вы хотите отдыха, я не знаю, то ли вам в напряг эти отношения, то ли у вас просто истощение, вы не хотите никого видеть, то ли здесь вас ограничивают, то есть это могут быть разные ограничения. Вы считаете, что без вот этого вот всего вам будет лучше. Вот вы от этого всего хотите избавиться. У вас эта цель конкретно изменить свою жизнь и двигаться, возможно, да, я там буду пока что, да, одна, я буду свободна, но для меня это будет лучше. Меня никто не будет ограничивать, меня никто не будет тормозить, сковывать и так далее. Что у нас здесь по двоечке? Ну да, здесь я говорю, явно у кого-то расставание. То есть кто-то мог здесь встретить либо новую любовь, новые отношения, действительно там настоящую, да, вы влюбились, все, вы поняли, что это не ваш человек, вы хотите с ним расстаться, там, с парнем, с мужем развестись, неважно, вы идете к своей цели, да, либо у вас уже переполнилась вот эта вот чаша, ваше терпение, вы уже все, я на грани, до свидания, я ухожу. И вы уходите к новым горизонтам, да, где-то больно, да, придется оставить прошлое, но вы к этой цели идете. Здесь и злость, и агрессия, и злоба может быть, да, на данного человека. Такая вот цель у королевы кубков. Очень интересно, на самом деле, слушайте. Давайте посмотрим, получится ли у вас достичь этой цели, что нам карты покажут. Так. Давайте, наверное, на этой же, тут же сразу. Получится ли у вас достичь этой цели? Получится ли достичь этой цели? Так, на отшельника. Да. Да, получится. Главное не сдавать позиции, главное идти до конца, не тешить себя иллюзиями, не тешиться какими-то ожиданиями, вот оно будет, вот оно свершится. Здесь в пух и прах все разрушать, если вы решили, да, конкретно, да, это будет больно, это будут какие-то нелестные, может быть, слова, высказывания, если вы решили расстаться со своим молодым человеком, да, я не знаю, тут будет война настоящая, он вам скажет, вы ему скажете, но вы будете открыты перед новым горизонтом, да, вы будете свободны, вы уйдете, так скажем, в закат, вот, сами по себе, но зато вы своего добьетесь. И вот она, четверочка, как раз-таки то, что вы хотите, да, вот этого спокойствия, гармонии, когда вас никто не трогает, и вы сами по себе, конечно. А что здесь по семерке кубков? Ситуация будет полностью в ваших руках. Так как вы поступите, будет полностью правильным вашим решением. Главное, чтобы вы не сдавали позиции, да, и не оборачивались назад, так скажем. У вас будет выбор. Вы еще будете выбирать какое-то время. Ну что, королева кубков.
Мы закончили. Королева Пентаклей. В каком состоянии у нас королева Пентаклей будет, да, в ближайшее время? Королева Пентаклей. В каком состоянии? Козерог, Дева, Телец. Смотрим. Козерог, Дева, Телец. Интересненько. Так, в каком состоянии Козерог, Дева, Телец? Это постоянно карта. Ну, смотрите. Конечно, состояние не самое, не одно из лучших, но вы пытаетесь из него как-то выбраться путем, возможно, помощи животным, людям, да, у вас достаточно здесь добрые намерения, доброе сердце, вы пытаетесь всем помочь, вам от этого легче живется, да, когда вы, например, на улице кошке даже еду дадите, собаке поможете там, вылечите какое-то животное, здесь вот птицы, да, выпадают, у вас достаточно, думаю, трепетное отношение к природе, и через эти все поступки вы пытаетесь восстановиться и выйти вот из этого состояния, да, то есть когда ничего не хочется, когда хочется прям волосы на себе рвать, да, когда плохо, когда грустно, опять же, не хочется никого не видеть, не слышать, вплоть до того, что реально как кошки на душе скребут, и как будто вам кажется, все, вы на грани сейчас, да, уже все, это уже конец. Здесь, кстати, вот у меня мысль сейчас пришла, как будто некоторые здесь прям отчаялись, там, я не знаю, не хочу жить, или вам там что-то сказали, или у вас есть какая-то болезнь, и вы пытаетесь выкарабкаться, вот что-то такое, понимаете? Вы будете пытаться выбраться из этого состояния путем этих поступков, да, и вас будут, в принципе, вам нужно отдохнуть. Может быть, вы поедете на отдых, или вы уже на отдыхе, я не знаю, на море, там, где в лесу, где вы любите отдыхать, да, там через природу, через контакт с природой, с животными, через помощь вы найдете какое-то успокоение вот от того состояния, в котором вы будете, например, находиться. Вы должны через это пройти, и все у вас должно здесь получиться. Я думаю, что вы получите от этого удовольствие, найдете в этом спасение. Так, королева Пентаклей, да? Цель. Давайте посмотрим, какая цель у королевы Пентаклей будет в ближайшее время. Королева Пентаклей. Какая цель? Козерог, Дева, Телец. Какая цель? Что здесь? Суд. Мир. Суд, мир. Ух ты как. Ну, смотрите. Озвучу разные здесь позиции, что может быть. Во-первых, у кого-то здесь либо в прошлом, либо вот недавно было предательство, да, например, вам разбил сердце молодой ваш человек, ваша любовь, я не знаю, да, либо давно, неважно, но вы с разбитым сердцем здесь хотите, вам, вот, возможно, это требуется, да, вам это нужно, дарить кому-то свою любовь, свою ласку, отдавать свои эмоции, свою заботу, о ком-то нужно заботиться и так далее. Цель — выбраться из этого болезненного состояния, в котором вы находитесь. Да, вам, возможно, придется это сделать через реально, ну, вот, через настолько обрубить там какие-то общения,
я не знаю, что-то удалить старое, чтобы там не напоминало о том, что было когда-то раньше. Плюс еще у некоторых здесь могут быть отношения на расстоянии и довольно-таки сложные. Из-за того, что они на расстоянии, например, вам может быть больно, вы можете не доверять, вы можете там, я не знаю, думать, что человек вам не верен, изменяет, да, то есть здесь человек как будто находится, вы находитесь постоянно в режиме ожидания, не знаете, что вообще в принципе ждать, может быть, вы ждете с поездки там постоянно своего мужчину, он там в командировках или он уезжает, приезжает к вам периодически, да, например, либо вы вообще на расстоянии, вы ждете, пока человек к вам проявится, приедет, но его, например, нет, он там пыль в глаза пускает и так далее. То есть вы от этого состояния, вы уже устали. У вас, опять же, здесь идет как сказать вам, уже все, эмоции на краю, да, вот как они из этого кубка выливаются, так уже у вас хлещут через край эмоции, вы устали. Я думаю, что вы хотите выбраться, уже наконец-таки обрубить, сделать конкретный выбор и решить, нужен ли вам этот человек, или лучше его отпустить, и вообще, а ну, что здесь по троечке? Ну да, вы понимаете, что вот это вот общение, то, что есть, оно вас сковывает, оно мешает вам двигаться вперед. Это может быть человек, это могут быть обстоятельства, да, или вы там ограничиваете за счет этих отношений там с этим человеком, вас могут ограничивать какие-то обстоятельства, да, из-за этого вы не можете двигаться вперед, а вы хотите двигаться вперед. Что здесь попажу? Ну да, слушайте, это конкретная вот ситуация, когда это мешает вашему развитию. Вы, возможно, знаете, да, там себе цену, вы знаете, что вы привлекательная девушка, что вы там, например, требуете, как вам сказать, востребованы, да, в обществе, вы нравитесь мужчинам, но вот вы находитесь вот как постоянно ждете, то ли сообщения, то ли проявления, да. И вам это доставляет несусветную боль. И вот вы хотите как-то уже расставить, да? Вы хотите... Ой, извиняюсь. Да, вы хотите расставить все точки над «и». Ну да, да, да. Здесь вот похоже чуть-чуть с первым вариантом, потому что вам надоело это. Когда он там придет, например, если это конкретно связано с мужчиной, да, когда он там проявится, будет он, не будет, ждать, не ждать, то есть, ну, это вот действительно состояние, в подвешенном состоянии вы устали просто находиться. Так. Королева Пентаклей, да. Получится ли у вас достигнуть этой цели, которую вы хотите? Получится ли у вас достигнуть этой цели, которую вы хотите? Да. Да, да, однозначно. Если вы захотите оборвать, вы все оборвете и выберете себя и новое общение, новый круг людей вообще. Поздравляю, королева Пентаклей, тоже крутые расклады вообще. Королева жезлов. Посмотрим теперь, что у нас здесь у королевы жезлов. В каком состоянии сейчас у нас находится... Не сейчас находится, а будет в ближайшее время находиться королева жезлов. Ух ты. Очень интересно. У кого-то здесь закончились отношения недавно. Был обрыв, я не знаю, здесь либо обрыв отношений, что-то здесь оборвалось. Знаете, здесь либо обрыв отношений, либо обрыв связи с каким-то человеком. Вот он даже карта, с которым вы были раньше. То есть неважно, вы, например, смотрите,
вы все это время страдали о мужчине, с которым вы расстались, или вообще, в принципе, из-за чего-то вы очень сильно переживали, вот вы должны от этого состояния освободиться. На вашей улице, так сказать, будет праздник, да, вы здесь наберете сил, прям почувствуйте свою силу, радость от того, что вы освободились, от того, что, например, у вас пропала та связь с человеком, привязанность, связь, с которым у вас была там долгое время, вы почувствуете себя свободной, вы вдохнете вообще в себя жизнь, понимаете, у вас появятся какие-то планы, идеи новые, силы воплощать, действовать, что-то делать и так далее. Здесь прям вот очень хорошие карты, мне нравятся. Круто. Королева жезлов вообще крутое состояние, даже вот знаете, вот такая вот эйфория, когда классно, если вы там, например, свободны, да, там вы вот как в своей тарелке, вам сейчас так хорошо, вы получаете от этого неимоверное удовольствие. Какая у вас цель, королева жезлов? Какая у вас цель будет на ближайшее время? Королева жезлов. Какая цель на ближайшее время? Опять тройка это мечей. Угу, туз. Угу. Пятерка. Интересно. Тройка мечей. Знаете, здесь очень интересно. Смотрите, вот опять же, у меня вышло, что вы оборвали связь с человеком или отношения, неважно. Цель здесь, вот, ну, как бы это ни звучало, в какой-то степени, да, месть. Отомстить как-то, мне больно, там мне плохо, я там отомщу, и теперь у вас, вот знаете, вот какие-то перемены, теперь все в моих руках, теперь будет все так, как я захочу, теперь я буду брать, например, максимальную выгоду от этих отношений, да, чтобы меня любили, чтобы в меня вкладывались, там, чтобы мне не причиняли боль, если кто-то мне причинит боль, то я там с ножами, с вилами и так далее, я тебе в 10 раз причиню боль. Здесь вот именно конкретно, да, идет то, что цель, если вот появятся новые отношения, да, шанс вот брать, хватать все, что дает, например, там жизнь преподносит, но с тем посылом, что в этот раз я ведущая, да, а не ведомая. И знаете, здесь как из-за того, что, опять же, вот здесь была причинена боль, вы теперь вот реально стоите, вы готовы именно с мечом. Вы не готовы открыться, как раньше, потому что у вас вот эти внутренние конфликты, вы не доверяете, да, например, и вы как-то уже освободились, вы осознали, чего вы стоите, вы расцвели в этой свободе, в этом одиночестве, да, вот прямо от вас веет вот эта вот харизма, вот эта вот энергия, и вы понимаете, я сейчас буду общаться, например, даже если я буду по легкости, да, то есть, ну вот, легкое общение, флирт, дружба, и все будет зависеть именно от меня, вот. А если говорить в плане не личной жизни, отношений, то здесь идет... Так, а ну-ка. В плане если финансов. В плане если финансов. Выйти победителем, чего бы это ни стоило. Продавить ситуацию, я не знаю. Если это касаемо денег,
воспользоваться шансом, да, который вам может преподнести судьба. Если вам кто-то предлагает помощь, воспользоваться этой помощью, задействовать все свое обаяние, все свои знания и так далее для достижения своей цели. Неважно, например, даже это личная жизнь или это там финансы, работа и так далее. Ну, крутые цели, слушайте, там, например, финансы, да, выгодное предложение, выгодные встречи, там, да, с партнерами, там, я не знаю, у вас офис, вы в офисе работаете, где, это не важно, захватить больший спектр воздействия на в плане именно конкретно вашей работы, больше спектр клиентов, там, через интернет как-то и так далее. Выбраться из этого состояния и вот как-то, может быть, легче общаться с клиентами, легче ко всему этому подходить, да, вот, и брать своей вот харизмой, своей изюминкой, например, это если в плане финансов. Каждый трактует здесь, но здесь я почему-то больше всегда склоняюсь к личной жизни, можно, если что, в следующий раз спрашивать конкретно цели, да. В разных областях просто дольше времени у нас будет уходить на трактовку. Получится ли у вас достичь этого? Придется побороться, слушайте, на Верховную Жрицу. Придется, гляньте, да, побороться, может быть, даже где-то схитрить, может быть, даже нечестным трудом, но не сразу. Я говорю, на это нужен большой вклад и большие вложения, больше сил, больше упорства и наглости, так скажем, не сразу. Королева жезлов, королева мечей. Ну что, королева мечей, в каких ты сейчас? Не сейчас, а будешь, Господи. В каком состоянии у нас будет в ближайшее время пребывать королева мечей? Ой-ой-ой. Очень интересно. Знаете, здесь как-то вот все вперемешку. И агрессия, да, вот как на дне. Внутри как будто агрессия. Может быть раздражение, когда все бесит, когда все раздражает. Когда ничего не хочется, когда вы находите успокоение, будете находить успокоение в своем одиночестве, вам будет хорошо. Порой даже мысли, я вот говорю серьезно, ну как до суицида, да, то есть, блин, я не хочу жить, мне плохо, слезы, там чуть ли не записки пишем, вот, потому что, я не знаю, ну здесь прям такая будет жуткая чувствительность ко всем обстоятельствам, да. Кто-то что-то для себя новое откроет, в плане людей что-то увидит, или вообще какую-то новость, или вообще в принципе для себя, да. Но потом, возможно, здесь видите, как найдете вы ключик, найдете вы выход, и все здесь вырвете, здесь победа, триумф, все классно, все круто. На это нужно время. То есть сначала здесь, поначалу, конечно, так особо. Проведение время сама с собой, там, в одиночестве. Приглядывание, присматривание, присматриваться будете к людям, стараться что-то разглядеть, то, что недоступно. Посмотреть на это с другой стороны. Вот, у кого-то это могут быть вот в прямом смысле слова соревнования, да, например, кто-то получит ключи от своей квартиры, там, да, вы там решаете какие-то дела, получите ключи от своей квартиры, можете поехать на отдых, заняться конным спортом, может быть, это ключи от квартиры или от дома, выход, решение. Слушайте, все замечательно, тут тоже все неплохо. Сначала все так грустно, как-то темно, мрачно, но потом все очень даже хорошо. Правда, вот эта вот агрессия, она, конечно, вообще, может быть, вот знаете, как будете через агрессию видеть выход, что агрессия это как выход, как единственная защитная реакция. Королева мечей.
Цель твоя, королева мечей, на ближайшее время. Какая у тебя будет цель? Ух ты. Королева мечей, какая у тебя будет цель? Колесница. Влюбленные. Ну, здесь все в кучу. Вот она и башня здесь, конечно же. Да, хочется вам вообще обновлений, хочется вам чего-то нового. Вы устали вообще от того, что происходит, возможно, в вашей жизни. У вас есть круг общения, у вас есть люди, которые вам пишут, которые хотят с вами общаться. Но вы как будто закрываетесь, вы никому не доверяете, вы устали, вы израненная, вы избитая. Я не знаю, да, в физическом плане, в душевном плане здесь человек уже, ну, я не знаю, на грани действительно срыва, вот как раз-таки, как там выходила, вы хотите, возможно, здесь идет цель двигаться вперед, поездка, да, куда-то, поездка к какому-то мужчине, который вам очень нравится, при этом режим ожидания, дождаться чего-то через хитрость, да, например, через какие-то, возможно, ваши манипуляции, дождаться приезда, например, человека через хитрость, ну, опять же, что вы используете. Цель добиться справедливого к себе отношения, того, чего вы заслуживаете. Но при этом разрушить старое, и как бы здесь будет отгораживание, да, не совсем будете доверять за счет того, что вам уже причинили большую боль. Захочется вам где-то даже кому-то отомстить, схитрить, чтобы добиться своего результата. Давайте посмотрим, получится ли у вас это добиться. Получится ли у королевы мечей добиться того, что она вот задумала, того, что она хочет. О, вы прям на пролом будете идти, офигеть. Да, да, конечно, получится. Это придется вам пройти через какие-то испытания, через ограничения, через собственные страхи, но у вас здесь все получится. Просто так, как вы хотите, то, что вы хотите. У вас все будет круто. Блин, мне понравилось, у всех все получится. Ну, по-моему, кроме, да, пентаклевой или жезловой. Ну, ничего. Все будет окей, девчонки. Спасибо всем, кто меня смотрел, кто был со мной. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, у кого что срезонировало. А я с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока-пока.